рубрика «Лайфхаки для тех, кто хочет говорить по-русски правильно». Начнем с определения значения неологизма лайфхак. Ведь как нередко бывает с приходящими в наш язык новыми словами. Многие начинают пользоваться ими, представляя их значение весьма приблизительно. Слово «лайфхак» английского происхождения и в буквальном смысле обозначает «взлом жизни». В 2004 году британский журналист Дэнни О'Брайен позаимствовал его из IT-лексикона хакеров. Он соединил слова «life» – «жизнь» и «hack» – «взлом», и на уровне общеязыковой лексики это слово стало обозначать эффективный способ выполнения некоторой повседневной задачи. А на сленге, жаргоне, означает прием, помогающий при помощи разных полезных советов и хитростей, воспринимаемых как утвердившиеся в народной мудрости, решать бытовые проблемы, экономить тем самым время. Наиболее близкие русские эквиваленты – ухищрение, смекалка, рецепт, находка. Как показывает опыт, в правописании слов русского языка существует достаточно много непростых форм, запоминание которых вызывает трудности. Для их запоминания приходится прибегать к хитроумным выдумкам. Поделимся с некоторыми из этих лайфхаков. Лайфхак первый. Как правильно говорить и писать слова «чулок» и «носок» в родительном падеже множественного числа. Между словами «чулок» и «носок» много общего. В морфологическом плане оба они принадлежат к числу существительных мужского рода, имеют в начальной форме, то есть в именительном падеже единственного числа, нулевое окончание на твердую согласную. Они относятся к существительным, которые обозначают парный предмет, то есть два однородных или одинаковых предмета, употребляемых вместе и составляющих одно целое, как пара лыж, пара сапог, пара ботинок. Только это значение слова «пара» применительно к одежде является общеупотребительным и стилистически нейтральным. Все остальные формы разговорные. Эти существительные не стоит путать с теми, которые называют сложные составные предметы, вроде таких как сани, ножницы, клещи, ворота, очки и брюки. Они имеют форму только множественного числа, поэтому и называются плюралия тантум. Интересующие нас слова «чулок» и «носок» имеют формы и единственного, и множественного числа, но употребляются преимущественно в форме множественного числа, которое в этом случае уже не противопоставляется единственному. С точки зрения их лексического значения они тоже очень близки. Чулок определяется как предмет одежды, изделие из нитей, мягкого материала, облегающий ногу, а носок как короткие чулки, не доходящие до колен. Правда, в большом толковом словаре русского языка под редакцией Кузнецова и в современном толковом словаре русского языка Ефремовой в интересующем нас смысле слово «носок» обозначено как омоним по отношению к другим значениям, а в толковом словаре русского языка Ожегова как одно из значений многозначного слова. В плане словообразования и морфемики они тоже похожи, потому что имеют непроизводную основу, так как состоят из одного корня нулевого окончания, и являются непроизводными словами, то есть необразованными от другого однокоренного слова. Если учитывать их развитие в аспекте исторической грамматики, то оба они прошли одинаковую историю, потому что в этом значении являются исконно русскими словами, и оба записывались одинаково как чулок и носок. То есть в их написании в древнерусском языке использовались краткие гласные «ер» и «ель», обозначавшиеся буквами «ер» и «ель», соответственно. С течением времени эти звуки утратились. Но, например, в позиции под ударением они перешли в «о» – это «ер», или «е» – это «ель». А в других, без ударения, вовсе перестали произноситься. Например, чулок – чулок, но чулка – чулка. Так возникли беглые гласные в нашем языке. В тех же словах, где «о» и «е» исконные, а не появившиеся из «ера» и «еля, гласные не убегают. Например, дом – дома. А вот этимология, то есть происхождение этих слов, различны. Слово «чулок» тюркского происхождения и в древнерусскую эпоху в X-XI веках обозначало портянки, анучи.
Чулки как предмет для одежды утвердился на Руси с XVI века. С появлением самой вещи возникло в нашей стране и новое значение слова, уже как исконно русское, которое и в тюркских языках является русизмом. У слова «носок» другая история. В XVIII веке появились короткие чулки, закрывающие только ту часть ноги, которая находилась в носке сапога, а не в его голенище. Их стали называть носками, потому что просовывали в носок обуви. Так, на базе слова «носок» в значении «передний конец обуви» или чулка возникло новое непроизводное слово со своей семантикой, то есть значением. Таким образом, этимологически оно восходит к слову «нос», но сейчас эта часть слова уже не является корнем, слилась с суффиксом и образовала новую непроизводную основу. Кстати, глагол «носить» никакого отношения к этим словам не имеет, потому что возник своим особым образом. Несмотря на многочисленные связи, существующие между этими словами, склоняются они по-разному, создавая определенные трудности в их использовании. Вернее, эта единственная трудность возникает в форме родительного падежа множественного числа. Дело в том, что слово «чулок» в этой форме не имеет окончания, а у слова «носок» появляется окончание «ок». Прежде слова «сапоги», «чулки», «носки» имели одинаковое окончание в форме родительного падежа множественного числа – сапогов, чулков, носков. Примеры из классической литературы подтверждают это. Например, в книге «Очерки Бурсы» русского писателя XIX века Николая Герасимовича Помиловского читаем: «После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору». Как утверждается в грамматике 80, для большей части существительных мужского рода в начальной форме, оканчивающихся на твердый согласный, например, апельсин, помидор, компьютер, носок, характерно окончание «ов» в форме родительного падежа множественного числа: апельсинов, помидоров, компьютеров, носков. Из этого правила можно выделить обширный ряд исключений, подобных существительных, не имеющих в форме родительного падежа множественного числа нулевое окончание. К числу таких слов относятся, среди прочих, и названия парных предметов: ботинки – ботинок, глаза – глаз, манжеты – манжет, погоны – погон, эполеты – эполет, сапоги – сапог, ну и в том числе чулки – чулок. Как же запомнить это исключение и без мучительного припоминания и путаницы правильно употреблять формы этих слов? Для этого и пригодится наш лайфхак. Одинаковые в начальной форме слова имеют по 5 букв, а в родительном падеже множественного числа слово «носок», приобретая окончание «ов», становится на одну букву длиннее. То есть чем предмет короче, тем слово длиннее. А у слова «чулок» наоборот. Предмет длиннее, а слово короче. Таким образом, слово «чулок» в родительном падеже множественного числа имеет форму «нет чулок», а слово «носок» в этой же форме употребляется с окончанием «нет носков».